Выборы в Армении. Первые итоги голосования и заявления лидеров гонки. Трамп назвал иранцев слишком гордыми, чтобы заключать с ним сделки. Назвал журналистку тупой и ушел с интервью. Пакистан пытается спасти переговоры. В Тегеран привезли секретное письмо Муджтаби Хаминеи. Четвертый за год выборы в Косове. Страна никак не выберет парламент, который выберет нового президента. Рокетмен Ким Чен Ын. Диктатор показал свежие ракеты накануне визита Си Цзиньпина. 1 200 000 жителей Мадрида вышли на улицы, чтобы встретить Папу Римского. В Берлине открыли первый храм Ганеша, бога мудрости со слоновьей головой. Ожидают наплыв прихожан-айтишников. А в зоопарк Тайбэя привезли красных панд, которых называют кошачьими медведями. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. В Армении завершилось голосование на парламентских выборах. По данным на 17:00 по местному времени проголосовали 1 224 957 избирателей. Явка составила 48,92%, что гораздо выше показателя предыдущих парламентских выборов. Экзит-полы после сегодняшнего голосования никто из наблюдателей или политических партий не озвучивал. Первые результаты Центральная избирательная комиссия озвучит в понедельник утром. Итак, в Армении завершилось голосование на парламентских выборах, которые могут определить внешнеполитический курс страны на ближайшие годы. Главными действующими лицами кампании стали премьер-министр Никол Пашинян и российский миллиардер с тройным гражданством России, Армении и Кипра Самвел Карапетян. Пашинян делает ставку на мирное соглашение с Азербайджаном, продолжение реформ и углубление отношений с Европейским Союзом. Карапетян, возглавляющий партию «Сильная Армения», выступает за сохранение тесных связей с Россией и критикует политику нынешнего правительства. Именно противостояние между сторонниками курса Пашиняна и лагерем Карапетяна стало главной интригой выборов. При этом оппозиция объединила значительную часть избирателей, недовольных последствиями Карабахского конфликта и подписанным мирным соглашением с Азербайджаном. Я пришла на выборы в надежде, что наши желания смогут что-то изменить. Надеюсь, что сделала правильный выбор. Хотя это было непросто. Хотелось, чтобы Армения развивалась, стала современной страной, а это только возможно вместе с Евросоюзом. Будущее. По своему пониманию, естественно, каждого человека будущее решается. Куда пойдет государство, как пойдет и что будет потом, в своем понимании. Для Никола Пашиняна эти выборы фактически стали референдумом о доверии его политике после событий 2023 года, когда Азербайджан восстановил контроль над Нагорным Карабахом. Премьер утверждает, что долгосрочный мир и открытие региональных коммуникаций являются единственным способом обеспечить безопасность и развитие Армении. Будущее Армении – это стратегия укрепления независимости, государственности, демократии и верховенства закона. И мы продолжим путь демократических реформ, разумеется, при поддержке наших европейских партнеров. Это вопрос внешней политики. И, как вам известно, мы проводим сбалансированную внешнюю политику. Главным соперником Никола Пашиняна на этих выборах стала партия «Сильная Армения» российского миллиардера Самвела Карапетяна. Голосуя на выборах, Карапетян заявил, что власти оказывают давление на его сторонников. Правительство обвинения отвергает. Прямо сейчас тоже идут аресты по нашим всем сторонникам. Очень многих ребят и сегодня арестовали, вчера больше 100 человек арестовали. Еще одним заметным участником кампании стал второй президент Армении Роберт Кочарян, возглавляющий блок «Армения». Он считает, что ставка на европейскую интеграцию может дорого обойтись стране. Это не побеждает европейская сказка. Это как раз проигрывает рациональный смысл вообще развития государства. Потому что предлагается то, перспектива чего не видно абсолютно. По крайней мере, в ближайшие 20-30 лет. Поэтому здесь просто здравый смысл проигрывает, государство проигрывает, народ проигрывает. По данным наблюдателей, особое внимание в ходе голосования уделялось вопросам прозрачности выборов, работе правоохранительных органов и использованию административного ресурса. Миссии ОБСЕ, Совета Европы и Европарламента следят за ходом голосования и подсчетом голосов.
Президент США Дональд Трамп дал интервью программе Meet the Press на телеканале NBC, в котором попытался в том числе объяснить, почему ему до сих пор не удалось договориться с Ираном. Господин президент, вы уже несколько месяцев говорите, что Иран отчаянно хочет заключить сделку, что он буквально умоляет о соглашении. Почему же тогда он до сих пор не заключил с вами сделку? Потому что для них это очень тяжело. Они долгое время пользовались большой самостоятельностью. Им приходилось иметь дело с очень слабым и неэффективным руководством со стороны Соединенных Штатов и, откровенно говоря, других стран, которые позволяли им творить все, что угодно. И думаю, они до сих пор не могут поверить, что оказались в ситуации, когда их руководство было фактически обезглавлено. Но если они так отчаянно хотят сделки, господин президент, почему они просто не соглашаются на ваши условия? Они гордые. Есть вещи, которые они никогда не думали, что им придется делать, а теперь придется. У них нет выбора. Но на это нужно время. Вы говорите о 47 годах, в течение которых им все сходило с рук. Этим нужно было заняться гораздо раньше. Это должны были сделать другие президенты или другие страны. Не обязательно мы, могли и другие страны. Но они дважды были очень близки к созданию ядерного оружия. Это произошло благодаря той сделке, которую я отменил. Совместный всеобъемлющий план действий был фактически дорогой к получению ядерного оружия. Это была ужасная сделка, заключенная Бараком Обамой. Ужасная сделка. Она давно уже утратила силу. Я ее отменил, но даже если бы не отменил, срок ее действия давно истек. Это было краткосрочное соглашение. Оно вело к созданию ядерного оружия. Они получили бы его еще 5 лет назад. Но, господин президент, во время предвыборной кампании вы говорили, что разорвете ядерную сделку с Ираном и заключите лучшую. Почему вы тогда не заключили лучшую сделку? После ее отмены никаких ограничителей не осталось, и Иран резко нарастил производство обогащенного урана. На такие вещи уходят годы. Эти люди ведут борьбу уже 47 лет. Они убивали американцев. Люди теряли ноги, руки, получали страшные увечья лица. Я действую очень быстро. Я этим занят всего 3 месяца. Вьетнамская война длилась 19 лет, а я всего 3 месяца в теме, и меня постоянно спрашивают, ну и когда вы победите? Если бы я был демократом, никто бы так не говорил. Но меня это не волнует. Я уже привык. Послушайте, мы полностью уничтожили их военный потенциал. У них еще остались ракеты, остались беспилотники. Вы знаете, сколько именно? Ракет? Я не хочу вам говорить. Точно сколько? Нет. Но они знают почти точное число. И мы тоже знаем, где они находятся. Мы знаем, где их беспилотники. Мы знаем, где находятся их заводы по производству беспилотников. Большинство таких заводов уничтожено. Большинство пусковых установок уничтожено. Большинство объектов по производству ракет уничтожено. Но определенные возможности у них еще остаются. У них есть некоторое количество ракет и беспилотников. Примерно 21-22%. Это все еще много ракет, но уже совсем не то количество, которое было на момент начала нашей операции. То есть вы утверждаете, что у них осталось от 21 до 22% ракет? Верно, да. А закончилось это интервью скандалом. Трамп просто ушел, когда ведущая задала ему неудобные вопросы о выборах в Калифорнии и президентских выборах 2020 года. Они такие же коррумпированные, как и вы. Ваша пресса коррумпирована, и программа Meet the Press коррумпирована. Справедливости ради, я не коррумпирована. Но вы играете им на руку. Значит, вы либо коррумпированы, либо глупы. Вы подыгрываете им этой чепухой. Вы знаете, что эти выборы сфальсифицированы. Ваш телеканал знает, что они сфальсифицированы. Я выиграл выборы с огромным преимуществом и получил 94% негативного освещения в прессе. Господин президент, знаете почему? Потому что вам нет никакого доверия. Но вы никогда не представляли доказательств, что выборы были сфальсифицированы. Доказательств больше, чем когда-либо по любому вопросу. Посмотрите на наши выборы. Мы как страна третьего мира. Наши выборы коррумпированы. И вы коррумпированы. И Meet the Press коррумпирована. И ABC, и CBS, и CNN тоже. Односторонние коррумпированные телеканалы. Извините, на этом закончим. С меня достаточно. Спасибо. Хорошего дня. Пожалуйста. Я специально приехала ради этого интервью в Висконсин. Я провел с вами достаточно времени. Вам следует привести свою прессу в порядок, потому что великая страна не может быть великой с нечестной прессой. В
субботу я поговорила с президентом Трампом. Мы оба признали, что сильный дождь осложнял проведение интервью. Он согласился дать мне еще одно интервью для программы Meet the Press. Американские военные сбили 2 иранских ударных беспилотника над Ормузским проливом. В Центральном командовании США заявили, что аппараты представляли угрозу международному судоходству и могли быть нацелены на гражданские суда, проходящие через один из важнейших морских маршрутов мира. Ранее сегодня американские силы на Ближнем Востоке сбили 2 иранских ударных беспилотника «Камикадзе», которые представляли угрозу для международного морского судоходства в Ормузском проливе. Американские силы сохраняют готовность и далее защищаться от агрессивных действий Ирана. Ранее американские силы уничтожили еще несколько иранских дронов в районе пролива, после чего США нанесли удары по радиолокационным и разведывательным объектам Ирана на острове Кешем и побережье Персидского залива. На этом фоне OSINT-аналитики публикуют спутниковые снимки Sentinel-2, на которых зафиксирована крупная группировка катеров Корпуса стражей Исламской революции в районе острова Кешем. По различным оценкам речь может идти от 80 до сотни быстроходных катеров. Официального подтверждения этих данных пока нет. Ранее Тегеран объявил о расширении своей зоны контроля в Ормузском проливе и начал требовать согласования прохода для части иностранных судов. Пакистан вновь пытается выступить посредником между Ираном и США на фоне кризиса вокруг хрупкого перемирия. В Тегеране министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви встретился с главой иранского МИД Аббасом Аракчи и передал верховному лидеру Ирана Муджтабе Хаминеи специальное письмо от премьер-министра Шахбаза Шарифа и начальника штаба армии Пакистана Асима Мунира. По данным иранского агентства Тасним, послание касается ситуации вокруг переговоров с Вашингтоном и перспектив прекращения конфликта. Накви также провел отдельную встречу с министром внутренних дел Ирана Искандаром Момини. Накануне оба чиновника обсуждали ситуацию в регионе на встрече в Кыргызстане. У двух дружественных, братских и соседних стран существует множество направлений взаимодействия. Естественно, этот визит посвящен в том числе двусторонним вопросам – безопасности границ, борьбе с наркотрафиком и терроризмом. Важные решения были приняты и в экономической сфере. Мы договорились, что, даст Бог, объем двусторонней торговли, который сейчас составляет около $3 миллиардов, благодаря сотрудничеству обеих стран, будет увеличен до $10 миллиардов. Пакистан с апреля играет роль основного посредника между Тегераном и Вашингтоном. Именно через Исламабад стороны обмениваются предложениями и проектами соглашений после начала перемирия. Однако переговоры фактически зашли в тупик. По данным The Wall Street Journal, основные разногласия касаются иранской ядерной программы, объемов обогащения урана, будущего запасов высокообогащенного топлива, размораживания иранских активов и режима судоходства через Ормузский пролив. Администрация Дональда Трампа готова обсуждать поэтапное снятие части ограничений, однако требует долгосрочных гарантий по ядерной программе. Сам Трамп накануне заявил, что переговоры продолжаются, но подчеркнул: Ирану придется принять решения, которые еще недавно в Тегеране считали невозможными. В свою очередь, иранская сторона выдвигает собственные условия. Советник верховного лидера Мохсен Резаи заявил CNN, что мирное соглашение невозможно без разблокировки как минимум $24 миллиардов замороженных иранских активов. Министерство финансов США одновременно изучает возможность использования части этих средств для компенсации ущерба союзникам Вашингтона в Персидском заливе, пострадавшим от иранских ударов. Косово вновь выбирает парламент. В стране проходят уже 3-й выборы за последние 1,5 года. Политический кризис затянулся настолько, что власти до сих пор не смогли сформировать устойчивые институты управления и избрать нового президента. На 120 мест в парламенте претендуют более 900 кандидатов от 17 партий и 3 коалиций. Право голоса имеют около 2 100 000 человек. Это больше населения самого Косово, поскольку в списках остается многочисленная диаспора, проживающая прежде всего в Германии, Швейцарии и других странах Западной Европы. Эти выборы совсем не радуют. Что мы можем сделать? Мы пытаемся добиться перемен. И теперь посмотрим, произойдут они или нет. Но мы ожидаем, что будет сделано что-то лучшее, чем до сих пор. Такое количество выборов — это ненормально. Политическая элита должна быть готова к достижению соглашения. За последние годы возник очень глубокий раскол, и этому необходимо положить конец. Мы хотим, чтобы государство развивалось. Мы хотим более высоких зарплат, а товары, которые мы покупаем, должны стоить дешевле. Мы хотим, чтобы предметы первой необходимости были более доступными. Я считаю, что политики не могут договориться, а страдают от этого люди. У нас нет такого уровня жизни, чтобы проводить 5 выборов за 1 год. Местных и парламентских.
Но раз они не могут прийти к соглашению, нам приходится снова идти на выборы. Ведь это наши представители. Исполняющий обязанности премьер-министра Альбин Курти уже проголосовал и рассчитывает сохранить лидерство своей партии самоопределения. По оценкам политических аналитиков, именно она вновь может получить наибольшее число голосов. Однако даже в случае победы Курти, как отмечают европейские СМИ, ему все равно придется искать союзников для формирования большинства и избрания нового президента страны. Я надеюсь, что народ Косово вновь продемонстрирует свою зрелость, как это было всегда, обеспечив очень высокую явку на выборы. И с другой стороны, я надеюсь, что мы, политики, будем служить всем гражданам еще лучше и еще больше. Именно отсутствие компромисса между ведущими политическими силами стало причиной нынешнего кризиса. После выборов в декабре партия Курти получила более половины голосов, но парламент так и не смог согласовать кандидатуру главы государства. В результате законодательный орган был распущен, а стране вновь пришлось идти на досрочное голосование. Я убеждена, что благодаря голосам граждан будет проложен путь к быстрому формированию государственных институтов, и мы выйдем из череды кризисов, которые нанесли ущерб нашей стране как внутри ее границ, так и за их пределами. Поэтому я действительно очень оптимистично настроена и считаю, что сегодняшнее волеизъявление граждан поможет вывести страну из этого кризиса. Я призываю всех граждан Косово воспользоваться этим правом, прийти на избирательные участки и проголосовать в соответствии со своими политическими убеждениями, свободно, спокойно и демократично. Пусть они используют этот прекрасный день, чтобы отдать свой голос, потому что сегодня мы определяем будущее на ближайшие 4 года. Европейский Союз неоднократно призывал политиков в Приштине преодолеть разногласия. Затянувшаяся политическая неопределенность уже задерживает получение части европейских фондов и реализацию реформ, необходимых для продвижения заявки Косово на вступление в ЕС. Одной из ключевых тем кампании остаются отношения с Сербией. Альбин Курти выступает против новых уступок Белграду и делает ставку на укрепление суверенитета Косово. При этом практически все основные партии сохраняют проевропейский и прозападный курс. Российский ударный беспилотник минувшей ночью атаковал территорию Чернобыльской атомной электростанции. По данным Генерального штаба Украины и Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, дрон попал в район хранилища отработанного ядерного топлива. После удара вспыхнул пожар площадью около 40 квадратных метров. Украинские власти заявляют, что радиационный фон остается в пределах нормы, утечки радиоактивных материалов не зафиксировано, пострадавших нет. На месте продолжают работать аварийные службы и специалисты по радиационному контролю. В Международном агентстве по атомной энергии ранее неоднократно предупреждали, что любые боевые действия вблизи ядерных объектов создают дополнительные риски для безопасности. Представители агентства продолжают мониторинг ситуации на украинских атомных объектах. В Киеве удар называют очередным примером угрозы критически важной инфраструктуре. В украинском генштабе отмечают, что атака произошла на фоне продолжающихся российских ударов беспилотниками по объектам энергетики и промышленности. Ким Чен Ын потребовал резко увеличить производство ракет. Во время посещения одного из крупнейших оборонных предприятий страны он поставил задачу за 5 лет нарастить мощности по выпуску ракет в 2,5 раза. На фотографиях, опубликованных северокорейскими СМИ, Ким Чен Ын отдает указания, прогуливаясь по цеху между корпусов баллистических ракет. Заявление прозвучало всего за сутки до прибытия в Пхеньян председателя КНР Си Цзиньпина. Это будет первый визит китайского лидера в Северную Корею почти за 7 лет. В Пекине сообщили, что стороны обсудят двусторонние отношения, безопасность в регионе и вопросы, представляющие взаимный интерес. Американские и европейские аналитики рассматривают демонстрацию военного потенциала как сигнал сразу нескольким адресатам. Вашингтону и его союзникам Пхеньян показывает, что не намерен отказываться от развития ракетной и ядерной программ. Пекину, что рассчитывает на дальнейшее укрепление стратегического партнерства. По оценкам разведок Южной Кореи и США, за последние годы КНДР значительно расширила производство вооружений и активно модернизирует арсенал баллистических ракет различной дальности. А накануне визита Си Цзиньпина сестра северокорейского диктатора Ким Йо Джон вновь заявила, что статус страны как ядерной державы не подлежит обсуждению. Более 1 миллиона человек вышли на улицы Мадрида, чтобы увидеть папу римского льва XIV во время крупнейшего мероприятия его недельного визита в Испанию. По данным Ватикана и организаторов, на площади Сибелес и прилегающих улицах собрались около 1 200 000 человек. Понтифик проехал по центральному проспекту Пасео де ла Кастильяна на папомобиле под аплодисменты верующих. Люди размахивали флагами Испании и Ватикана, скандировали «Да здравствует папа!» и осыпали процессию лепестками цветов. Перед началом мессы мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Альмейда вручил Льву XIV символический ключ от города. Это одно из крупнейших религиозных собраний в стране за последние годы.
и самая массовая встреча с новым понтификом с момента его избрания. На богослужение приехали паломники из всех регионов Испании, а также из Португалии, Франции и стран Латинской Америки. Речь идет не просто о том, чтобы вынести дароносицу, но о том, чтобы позволить вывести нас самих из нашего эгоизма и безразличия, из удобной и замкнутой в себе веры, чтобы ответить на его призыв к обращению, изменить свой взгляд на мир и принять его присутствие, которое преображает нас и делает строителями нового мира. В этом заключается задача Испании сегодня и в будущем. Сделать так, чтобы религиозность, которая на протяжении веков формировала и определяла эту страну, не стала музеем прошлого, который посещают как достопримечательность, а оставалась школой веры, из которой и сегодня можно черпать вдохновение. Школой, которая учит нас преклонять колени перед Богом и перед ближним, потому что никто не может преклонять колени перед Господом и при этом презирать своего брата. Накануне Лев XIV встретился с мигрантами и бездомными, а вечером принял участие в молитвенном бдении, на которое пришли около 600 тысяч молодых людей. В своей первой речи в Испании понтифик призвал политиков отказаться от раскола общества и искать пути к миру и взаимному уважению. В ближайшие дни папа посетит Барселону, где осветит новую башню собора Саграда Фамилия, а затем отправится на Канарские острова. Там он встретится с мигрантами, которые через Атлантику добирались в Европу из стран Западной Африки, одного из самых опасных миграционных маршрутов в мире. В Берлине открылся крупнейший индуистский храм в Германии. После нескольких дней религиозных церемоний в районе Нойкёльн официально осветили храм Шри Ганеши, божества мудрости и благополучия, которого в индуизме изображают с головой слона. Главной архитектурной особенностью комплекса стала 17-метровая башня, украшенная сотнями скульптур и рельефов. Во время церемонии священнослужители провели традиционный обряд освящения, омыв башню водой из индийской реки Ганг и немецкой Шпрее. Праздник сопровождался барабанной музыкой, танцами и выступлениями мастеров Малакхамба, древнего индийского вида спорта, сочетающего акробатику, гимнастику и йогу. Я испытываю огромную гордость. Сегодня состоится освящение большого индийского храма Ганеши. Я действительно очень горжусь и радуюсь, когда вижу индийские виды спорта, особенно Малакхамб. Это очень древний индийский вид спорта. Я так горжусь и так счастлива. Инициатор проекта Волванатан Кришнамурти заявил, что храм станет не только религиозным центром, но и местом встречи для индийской общины Берлина, которая в последние годы быстро растет благодаря студентам и специалистам в сфере информационных технологий. По его словам, храм открыт для всех жителей города, независимо от вероисповедания. Этот храм должен стать местом для новых приезжих из Индии, студентов, специалистов в сфере информационных технологий и всех остальных, чтобы у них было место, где можно проводить индуистские обряды и праздники вместе с немецким обществом. Мы хотим праздновать не в одиночку. Мы хотим, чтобы наши немецкие сограждане веселились вместе с нами, радовались, танцевали и отмечали праздники под музыку. Строительство комплекса продолжалось более 15 лет и финансировалось в основном за счет пожертвований верующих. Сегодня в Германии проживают более 200 тысяч индуистов, а Берлин постепенно становится одним из крупнейших центров индийской диаспоры в Европе. 2 красных панды из Шанхая прибыли в зоопарк Тайбэя. 3-летний самец и 2-летняя самка успешно перенесли перелет и сейчас проходят обязательный карантин. Если адаптация пройдет успешно, посетители смогут увидеть животных уже в июле. Передача животных стала частью программы сотрудничества между Шанхаем и Тайбэем в области охраны редких видов. Красные панды обитают в горных районах Гималаев и юго-западного Китая. По данным Международного союза охраны природы, этот вид находится под угрозой исчезновения. В дикой природе осталось менее 10 тысяч взрослых особей, а их численность продолжает сокращаться из-за вырубки лесов и фрагментации среды обитания.